Коничева! На 30 апреля у меня были планы на Осаку и на Химедзи. Утро началось неспешно. Погода была не айс, так что спешить никуда не хотелось. Но часов в 11 я вылез на завтрак и прогулку в центр. Заскочил в одно кафе, взял сэндвич и латте. И вот здесь опять на тему мусора. Улицы что в Токио, что в Осаке, все чистые, даже маленькие переулочки. Ни одной брошенной бутылки, ни банки, ни бумажки. И при этом урну днем с огнем не найдешь. Я не допил кофе в кафе, взял с собой. И я заколебался искать мусорку, чтобы выбросить стаканчик. В итоге так и таскал с собой аж до отеля. Так что если хотите что-то в кафе взять с собой, надо еще подумать, ибо мусор тоже придется взять с собой, причем надолго. В общем, погулял по центральному району с магазинами пару часов. Ничего необычного, просто много народа и куча всякой всячины. Хотя один момент позабавил. Славил ощущение дежавю с логотипа одной бургерной. На вечер у меня был особый план. На 5 дня я забронировал билет до города Химедзи. Там находится, возможно, самая красивая старинная крепость Японии – замок Белой Цапли. В отличие от большинства других замков, пострадавших во время Второй мировой войны и различных стихийных бедствий, Химедзи прекрасно сохранился. В том виде, как он сейчас, он был построен 400 лет назад, во времена сёгуна Токугавы. Замок очень сложно устроен. Его башни соединены стенами, которые образуют лабиринт со множеством тупиков. Такая планировка должна была сбивать с толку и запутывать штурмующих, не давая им пробиться к цитадели, пока их уничтожают. Правда, на практике это никто так и не проверил. Но помимо сложного устройства, этот замок еще и невероятно красив. 74 строения на территории замка, включая башню и ворота, признаны объектами культурного наследия Японии. Замок даже стал образцом, к которому стремились строители более поздних самурайских замков. В замок есть доступ до 16 часов, но меня больше интересовала еще одна особенность. В этом году там сделали меняющуюся LED-иллюминацию, которую должны были запускать с 8 вечера. Вот почему я поехал туда довольно поздно. Городок Химедзи оказался совсем небольшой, и храм было видно прямо от вокзала. И я сразу пошел к нему, закат должен был быть в 18:40. Попало очень удачно, народу около замка было очень мало, а заходящее солнце с некоторых ракурсов только добавляло красивой подсветки. Особенно со стороны парка, примыкающего к храму. До включения иллюминации осталось ждать еще больше часа. Самое время подкрепиться, подумал я, после сэндвича не ел ничего. Так что пошел в сторону вокзала в поисках первого попавшегося кафе или ресторана. Им оказался маленький ресторанчик индийской кухни. Было очень душевно и остро. После ужина вернулся к замку, и как раз вовремя. Схема такая. Там есть обычная ночная белая подсветка, но с 8 вечера в течение 15 минут подсветка раз в 2 минуты меняется с розовой на голубую и обратно. Ничего сверхособенного, но виды очень приятные. Было уже 9:30, когда вернулся в Осаку. По всем первоначальным планам надо было ехать в отель, но реклама в метро иногда рулит. Пока осваивал Осакское метро, наткнулся на баннер «Гольф Суминоэ» – тренировочный гольф-комплекс с технологией топ-трейсер. Помните фильм «Васаби» и знакомство Жана Рено с главарем якудзы? Так вот, это именно такое место. В России таких комплексов в принципе нет. Так что я загорелся идеей его попробовать. Тем более, что комплекс в Осаке работает круглосуточно. В общем, с одной стороны, это мега продвинутый симулятор, хотя с другой, в отличие от симуляторов гольф-зон у нас в Питере, например, там нет игры на гринах. Но мне зашло и так. В отель вернулся уже около полуночи. Общественный транспорт в Японии — это, конечно, сила. И магазины продуктовые некоторые работают допоздна. Привет Европе!